Всем привет! Сегодня мы с вами делаем красную капусту. Давайте готовить вместе. У меня вот такая кастрюля. На дно кастрюли я положу сельдерей, листья и кинзу. Помещу их сразу на дно. И сюда же можно чеснок. У меня тут примерно полголовки такого среднего чеснока. А теперь надо подготовить капусту. Капусту я нарежу сначала на кусочки, не удаляя кочерышку. Если вы не любите кочерышку или думаете, там вредные вещества все накапливаются или еще что-либо, можете ее удалить, без нее сделать. Но мне с ней удобно. Сейчас я ее нарежу и вернусь к вам. Капусту я нарезала вот такими кусками. Видите, почему я на кочерышке? Чтобы она держалась на ней. Пока сюда положу. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Которые побольше по куски положу вниз. Подольше будут они мариноваться внизу. Слишком большие куски я не нарезаю, чтобы подавать на стол, чтобы удобно было и доставать, и нарезать, и есть. Нарезать для еды удобнее тоже. Так, теперь нам надо свеклу подготовить. Свеклу нарезаю вот так. Я ее нарезаю так, чтобы удобно было тоже ее есть потом, в дальнейшем. Это значит, я ее еще сделаю вот помельче. Такими, как картошка фри, только потолще. Свеклу всю нарезала. И теперь буду морковь нарезать. Морковь сделаю красивую. Все это я делаю посимпатичнее, чтобы было, когда на стол подавать, оно будет красиво смотреться. Ну, я вам покажу потом, когда буду выкладывать. И морковь нарежу тоже как-нибудь красиво. Морковью можно поиграться, сделать как листочки. Или как елочки. Можно просто положить и не мучиться. Быстро-быстро. Можно вот листочками, можно елочками. Тем более, что на новогодний стол это вообще шикарная закуска. И как раз будет в тему. И как раз вам будет время это приготовить. Да, вот так. И теперь на дно кастрюльки или куда вы будете укладывать свою капусту, я кладу семена кинзы, кориандр, кладу черный перец горошком и душистый перец, 2-3 штучки, не считаю, в общем. И сюда же отправляю несколько листочков лаврового листа. Теперь на дно я положу еще острый перец. Если острое вы не любите, то не кладите острый перец. Мы любим, чтобы эта капуста была такая остренькая, поэтому я кладу острый перчик. Но так как ребенок у меня младший тоже любит капусту эту, сильно тоже не перчу. Ну такая она перчененькая получается. И еще я добавляю сюда цицак. Цицак я добавляю, он особенно хорош с цветной капустой. Я немного цветную капусту кладу. И он ее прям сквашивает, очень хороший вкус придает. Ну, если нет, не кладите, ничего страшного. Вот так, 2-3 штучки. У меня острый достаточно. Нет, не кладите, еще раз говорю. Положите только острый перец и все. У меня очень острый, больше не буду, а то она есть не сможет. Теперь укладываю сюда капусту всю на дно. То, что обрезали от моркови. Морковь можно тоже просто нарезать и все, не делать никакие елочки. Это я уже просто извращаюсь немножко. Ну, на праздничный стол хочется, чтобы было красиво. Да и вообще, чтобы на столе было красиво, не только на праздничном. И когда красиво, и есть приятно. Укладываю сюда капусту. Еще у меня здесь стебли сельдерея. Он и капусте вкус даст, и сам очень вкусный в этом становится рассоле. Сюда же укладываю свеклу, часть свеклы. Как бы рядами, между ними все кладу на глаз. Ничего не считаю, не высчитываю, сколько чего пойдет. Берите посуду удобную, которую вам будет потом пресс сверху положить. Надо будет потом под пресс ее
поместить. И вот чтобы этот пресс смог на нем удержаться. Много можно все в серединку прям. Вот так. Так, опять чеснок, который зубчики покрупнее вдоль нарежу. Если зубчики небольшие, можно прям целиком. Покрупнее вдоль нарезаем. Сюда же отправляем. Так, всю капусту буду уже выкладывать. Или укладывать. Можно в банке сложить. Тогда уложите так, чтобы верхняя капуста держала. Тогда не придется и гнет делать. Под гнет класть. У меня просто много и кучу банок. Проще мне вот так. Сельдерей. Свеклу можно еще вот сюда. Вот так. Свеклу кладу побольше, чтобы цвет был хороший, красный. Чтобы капуста не была бледной. Мы не любим бледную капусту. Поэтому надо, чтобы была хорошая свекла. Когда постоит, вы увидите, что у вас свекла вдруг неудачная, можно еще добавить. Ничего не будет. И наши елочки. И теперь все это нужно залить рассолом. Я для рассола буду вот так по литру разводить. На каждый литр 2 столовые ложки соли и ложку сахара. Все размешиваю. Буду по литру добавлять, чтобы видеть, сколько у меня уйдет туда воды, рассола. Кипяток я сказала, в кипяток я насыпала. Прям кипятком и заливаю, не остужаю. Так капуста быстрее сама расслабится и быстрее будет потом процесс идти ферментации. Уже красиво, правда? Пошел 3-й литр уже. Капуста у меня была 3 килограмма, 4 свеклы небольшие, средние, 2 моркови, немного сельдерея, немного цветной капусты. Уже 3-й литр ушел. В общем, на это количество будет 4 литра маринада. Все, оставшийся маринад доливаю. Сейчас сверху положу тарелку, подгнет, оно сядет, капуста уляжется. Этого достаточно. 4 литра мне хватило на количество, какое я сказала. Накрываю это тарелкой. Для чего я компоты крутила? Вот я положу сверху компот и все. Вот компот из кизила мне в помощь. Кто не смотрел видео, посмотрите, может пригодится. Уже, наверное, в следующем году. В этом, наверное, уже кизила нет. Но все равно посмотрите. Все, отправляем это в теплое место, комнатную температуру. Она может занять 4 дня, может занять до 2 недель, смотря какая у вас температура в комнате, там, где вы будете хранить ее. В среднем готовится где-то неделю. Если вы хотите, чтобы у вас приготовилось быстрее, и если вы не против уксуса, то добавьте сюда ложку или 2 уксуса столового 6%. Тогда приготовится значительно быстрее, за 3 дня будет готово. А если вы не спешите, то поставьте, пусть ферментируется спокойно 4 дня или 2 недели, вот так. Примерно в среднем, в общем, неделю. Зависит от температуры. По-моему, все моменты я рассказала основные. Сколько у меня было продуктов, тоже рассказала. Все, ждем, пока она приготовится. 2000 years later. У нас прошло 6 дней, и капуста уже готова. Она лежала все эти дни при комнатной температуре. Я ее не убирала, она лежала под прессом.
Сейчас я уберу тарелку, выложу и покажу вам, что получилось. Посмотрите, какая тут красота. Посмотрите. Сейчас выложу на блюдо и покажу вам. Очень вкусно. На данном этапе можно теперь уже положить это, разложить по банкам или удобную для вас тару. Пищевой пластик тоже можно. И убрать в холодильник. То есть у меня полежало это 6 дней при комнатной температуре. Теперь я убираю это в холодильник. Больше не надо, чтобы оно бродило, кисло, не надо. Оно уже все готовое. Теперь надо только сохранить. И в холодильнике хранится оно довольно-таки долго. Ну, долго не хранится, потому что быстро съедается, а так держится, не портится. И еще, вот когда я стала нарезать на блюдо, я вот тут срезала уже кочерышки. То есть те, кто не любит кочерышки, на данном этапе, выкладывая на блюдо, вы можете их поубирать отсюда. Вот и все. Вот такая у нас вкуснейшая красная капуста получилась, а к ней еще и не только. Тут одна капуста, к ней еще и цветная капуста, и сельдерей, и свекла, и морковь. Ну, свекла и морковь, конечно, здесь больше для украшений, но есть любители и этих овощей солененьких. Попробуйте, у вас еще есть время. Праздники впереди. Это незаменимая вещь на праздничном столе. Это очень вкусно. Попробуйте. И вам точно понравится. Ну а я хочу сказать всем спасибо за подписку. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего, доброго, мирного неба над головой. Пока-пока.